Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 14-й выпуск третьего сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Прошлый выпуск начал с локации «Берег», и, к счастью, удалось за один рейд выполнить «Каратель. Часть 2». Затем за один рейд на новой локации «Маяк» забрали кейс из коттеджа на берегу для терапевта по квесту «Отдых у моря», а также закрыли квест «Отшельник», нашли место его обитания и передали послание егерю. Вазап, Бублик, Владислав, Денис, Маскарад, Роман дубль походу оформил. Прожимай, Рампер-Стампер, Эдвард, Дроид, Георгий, Костя, Аэрофлот и Туфри Инферно. Огромное спасибо вам за доброе слово и нескромную поддержку. Я человек простой, купил наушники, воткнул на задние панели системника и сижу катаю. Никаких дополнительных настроек звука не делал, но уверен, что гайды можно найти в сети, поэтому Google, как говорится, в помощь. Всем приятного просмотра. Я ничего не включил запись. Я дико извиняюсь, конечно, но я забыл включить запись. Я там варку кое-какую заказывал уже в убежище. Но, в общем, после рейда этого я обязательно покажу, что там наварил. А сейчас я иду на берег сделать квест «Визит вежливости» от егеря. И надеюсь на хороший спаун где-нибудь в районе болот, так как там все три эти точки квестовые надо будет осмотреть. Там же можно будет чухнуть на выход, переход на маяк там же. Если выход и выживание на локации не обязательны, то я еще крутнусь там же возле выхода в деревушке, посмотрю по курткам, похлопаю, какие-нибудь, может быть, интересные ключики найду. О, елки-палки. Нет, спаун сказал Диса гуляй. Ну ладно, у меня зато там будет выход. Может быть, это даже и к лучшему, что на той стороне у меня все это дело сейчас. Мне ничего не надо настреливать, там что-то по диким и так далее. Я так что постараюсь как-нибудь прямиком, что ли. Чтобы как можно меньше времени потратить на этот квест, так как большие планы у меня на сегодня. Там дейлик интересный у меня. Чуть позже расскажу, что за дейлик. Моргает буёк. Ближайший. Может попробовать... Так, это кто-то там забежал, что ли, вниз или что? Может попробовать на Норвинский зайти? Мне там флешка одна лыжнику нужна. Вот я и говорю, если спаун не ближний, не на той стороне, то... Скорее всего... рейд будет не быстрый. Ладно, пофиг, давай проверим, если будет... Да пошел ты в баню, да, это дикий, оказывается, спустился. Убивать его не буду, чтобы он там как сигнализация у меня стоял. Так. Ну давайте флешку, и я погнал. Нет флешки. Печалька. Ну ничего, тут еще один есть сейф. Может, он что скажет интересного. Если ничего не найду, то... Ну, как бы флешку. Или льва, или вазу, или чайник. Ого, 2 черепа, нормально. Ну все, тогда, значит, продолжаем свое путешествие. Я сейчас тогда постараюсь быстренько по воде перебежать, чтобы не провоцировать тут никакой возни. Не понял. Вон он! Не получается. Не спровоцировать возни какой-то. Сюда. Ну дай, картотека, мне флешку, и я погнал, отвечаю.
Да, в картотеках скудный лут стал. Раньше тут в картотеках можно было частенько найти ключ-карту на лабораторию, белая которая, с доступом. Прям конкретно шел на берег специально за ключ-картами, и прям буквально в каждом рейде можно было найти, если все картотеки проверить. Ой, нет, опасно. Так, того моего кореша не убили, надеюсь? Он дикий орал на меня. Тогда и в бесплатно, в открытый, что я постоянно бесплатно хочу назвать. В открытый коттедж тогда тоже зайду, если проскочу здесь, конечно. Опачки. А вот это приятный сюрприз. Ваза. Сидит. Я же говорю, чертова гора. Прочь, сюда. Сюда. Тут кто-то подскочил. Перевес, да? Короче, надо отдышаться, Децл. Маяки, которые я не взял, у меня есть. О, а я тогда коттедж сейчас точно зайду. Тогда закрыто тоже гляну. Там маяка воткну. Какой запасливый. Пожрать, попить себе взял. Хорош. Все, я профукал молоко, да? Нет, нормально все. Нет, не восстанавливается у меня выносливость. А жаль. Придется ползком тогда. Можно было бы здесь рюкзак скинуть и потом на тоннель пойти, но у меня в планах то там, на маяке выйти, так что придется потерпеть неудобства с этим самым перегрузом. Ну или слушай, может быть свой автомат просто выкинуть, а его оставить, у него там хорошая волына. Например, знаешь, как сделаем? Давай, наверное, я так и сделаю, чтобы перегруза большого у меня не было. Я тогда
Так просто сделаю. Вот так вот. И прицел поменяю. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Нет, не туда. Вот сюда. Есть. Что еще? Да и магазины с ПС-ками точно такие же. Так что свои зарядим. 40 килограмм. Ну, теперь, может быть, он у меня не будет страдать так сильно от перегруза. Можно сожрать что-нибудь. Все равно это без галочки. Вот так вот. Можно даже будет пистолет сюда заныкать. 40 килограмм будет теперь восстанавливаться, интересно. Да, теперь восстанавливается. Все хорошо. Все отлично. Валим в коттедже тогда. Надо уже добираться до квеста «Друг с запада», потому что время от времени вот так юсеки вроде попадаются, и параллельно делался бы квест типа «Друг с запада», там 7 этих юсеков надо будет сделать. Есть кто, нет? Так, сумка не открыта. Хороший знак. Ключик на бочках спавнится еще, нет? Никто не в курсе? Напишите. Позже, кто наверняка знает. Так, есть маяк один. Маяк один есть. Ага, тут у нас АЗС, ШМЗС. Что еще по задачам? Автомобили скорой помощи надо будет тоже мне пометить. Ё-моё. И анестезия. Я что-то вообще не подготовил. Какое нафиг, блин, нифига себе. Ну и ладно. Одну машину пометим. И одно место торговли пометим. Трофейными маяками. Нет, это тяжелое. Дешевое и тяжелое. Тут, похоже, не было никого. Точно? А ну-ка, флешку мне. По-братски. Ой, хорош! Тарков лучший. Обожаю эту игру. Когда меня не убивают, когда я убиваю, и получается найти интересные вещи. Нормально. Подожди, а второй сейф? Разогнался. А тут 2 флешки, да? Нет, тут ни одной флешки. Понял. Так, ну что, у меня квестовый предмет флешка. Я тогда в деревне лазить не буду. Ключ от времянки, говорят, какой-то. По курткам. Так-то у меня и так уже 40 килограмм лута. Да и метить одну скорую смысла я, честно говоря, не вижу. Потому что я туда метить пойду, если... То в любом случае их там 2 рядом.
Свеча. Все. Пошли дома посмотрим. И на выход, на переход на маяк. А как он меня на подходе там не застрелил, интересно, на чертовой горе? Хотя я слышал, как он разок выстрелил, у него на одиночном режиме стоял автомат, он, видимо, зажал. Он один раз у него там клацнул. Кстати, не попал по мне, да, не попал. А у меня-то этот, с дульным тормозом, он у меня громкий, наверное, он даже не услышал, что у него автомат не стреляет. Ой-ой-ой, там кто-то в домике. Эй, в доме? Слышно меня? Я за квестом пришел. Пропустишь? Не слышу тебя. Что-что? Не стреляй. Слышу, слышу. Хорошо. Спасибо. А ты откуда будешь? Казахстан. Я тоже с Казахстана. Откуда? С Алматы. Все, благодарю, браток. Давай, давай, удачи. Взаимно. Этот, Что? да, я этот дом с этого, как его, председателя. Я то же самое делаю. РБК ходил? Нет. Подожди, пока тогда впереди, чтобы не перестреляли друг друга. А я туда же на выход пойду, на маяк. Ну тогда тоже я туда дернул. А, ну давай. Все? Все, ехала. Все, пойдем. Как тебя зовут? Как зовут тебя, браток? Кстати, Максат? Я Дэн. хорошо. Ты не в Ютубе блоги не снимаешь? Снимаю, снимаю. Это, как его? Гроза Востока? Да-да-да. Да, братан, я же твой подписчик. Рад тебя видеть. Спасибо, что пропустил. А то я уже Да, смотрю, ладно, там что ты, кто-то я- в доме. Я этот путь одна, третья часть тоже начал смотреть. Просто накапливаю, чтобы за раз посмотреть. Добро, добро. Ну, завтра будет выпуск. Если что, посмотришь себя потом. Ну что, 19 минут. Один квест с флешкой я наконец-то сейчас закрою для этого самого, как его фамилия, для лыжника.
И для егеря сейчас чуть приподнимем лояльности, сейчас все расскажу. Я, в самом начале забыл просто запись включить, если честно. Так, дай бог памяти, что я ж тут делал-то, что я варил? Я варил обогрев максимального уровня я поставил. В прошлом выпуске мы начинали его варить, в этом доварился нет, не водосборник, верстак, по-моему, 2-го уровня сварился. Да, я их не видел, эти варки, так что это был верстак 2-го уровня. В пищеблоке 2 банки тушенки сварил, сразу же сдал их по квесту медички. Там надо будет еще 10, по-моему, банок принести, если не ошибаюсь. Да, 10 банок всего осталось. И третье улучшение, которое я заказывал, это безопасность была. Тоже сварилась с максимального теперь уровня. Все отлично. Теперь заказал санузел до 3-го уровня. 7 часов он будет вариться. Тут докупил кое-какие плюшки, они дешевые, я еще подумал такой, может быть, в рейде типа поискать. А на самом деле они стоят там 19 тысяч, эти по 10 тысяч. То есть игра не стоит, как говорится, свеч, а 2 датчика давления у меня были на складе уже, так что самое дорогое уже было наготове. Про Daily Quest сегодняшний хотел сказать, тут на устранение, в общем, мне терапевт подъехал, говорит, диких выстрелом в левую или правую ногу, в общем, по ногам 12 диких, если на развязке нашмаляешь, то она, смотри, что дает. Препарат, который нужен будет, по-моему, по квесту миротворцу. И дает военный фильтр питания. А этот военный фильтр сейчас стоит под 500 000 и даже дороже. Вот такая тема. Но это дейли квест, и 12 диких я могу настрелять как за один рейд, так и черт знает за сколько, да? Ну, у меня есть сутки, я вот думаю, как сделать или что. Тем более, что я собираюсь пойти на развязку, делать сельпо, и мне нужны будут банки тушеной говядины, я пойду сразу же в супермаркет этот Гашан, и я вот не знаю, пушку какую взять, может быть какой-нибудь дробовик, типа. Также у меня есть дейлик на побережье, 2 раза выйти с локации, 1 раз я уже выжил, сейчас посмотрим, что скажет егерь по поводу выполненного квеста «Визит вежливости». Так, нет, нового ничего он нам не дает. Дает ностальгия, но тут условия для разблокировки 28 уровень персонажа нужен будет. Но визит вежливости закрыли, и это хорошо. Максату спасибо, что мирно решили вопрос. Еще я флешку нашел в сейфе и закрываю наконец-то что на флеш. А что у меня? Ну все правильно, да? Вот так надо сделать. Бам. Здорово, квест закрываем, и открываются золотые понты. Квест чуть дальше продвигаемся. Тут нужен будет... ключ он мне дает. От 303 комнаты ключ надо будет купить, и можно будет сходить на таможню. Надо прогрессивно прям до лыжника поделать квесты и добраться до квеста «Друг с запада», и потом уже можно будет пойти мне на завод, делать охранку, тремор и прочие вещи, прям чтобы все в одну кучу сыпалось. После того, как сдаешь флешки лыжнику, егерь включается и говорит: мутное дело, тоже говорит, мне нужны флешки, но теперь целых 3 штуки. Сайгу, оказывается, мне не обязательно собирать, у меня уже готовая сайга есть, и у меня в бронеразгрузке есть хорошие ячейки, которые 10-патронные магазины можно будет себе позволить, так что закупаемся. Вот такая сайга мне подойдет вполне себе. 2 магазина больших по 10 взял и, наверное, парочку. Или ладно, один хотя бы возьмем, такой один, этот маленький обычный. Если что-то прям ценное найду, типа видеокарту или что-то в духе, все там 10 банок тушенки, то я МБСС скину просто. Все это сюда у меня поместится. И если будет возможность, я просто в дыре в заборе выйду, да и вся любовь. Все-таки застрахую я, пожалуй, шлем. Магазины страховать, они там по 10 тысяч стоят, смысла нет. Все, я, получается, готов. Погнали. Кстати, вопрос по поводу того, что Дикий у меня не запускался, выяснилось в комментариях, ребята подсказали, спасибо за это отдельное. Оказывается, когда ты запустил игру, первый рейд, чтобы этот баг отвалился от тебя, первый рейд, просто выходишь за ЧВК, все последующие рейды у тебя Дикий будет запускаться без проблем. Все, на развязке нам нужна тушенка, и нам нужны будут Дикие. Убивать их нужно будет обязательно в ноги. Опачки. Недурно, хороший спаун, мне он нравится. Я тогда сейчас сразу же в Гашан и завалюсь. Или не сразу же? Сразу же, почти. Там как раз возле касс частенько шатаются Дикие. Поэтому туда вот прям вот то, что надо, в Гашан подняться.
Посмотрим, что там наверху будет. Так. Ну что, сразу за едой? А там уже разберемся. Помимо тех полок, где больше всего еды, здесь еще как по старинке. Раньше-то там еды не так много было. И мы тушенку искали именно здесь, на вот этих вот полках. Она время от времени тут появлялась. А ЧВК в центр поскакали. Ну, бегите, бегите. А я тут пока пошарюсь. Как раз сейчас все стянутся со всей округи в торговый центр. Тут особо-то делать нечего, кроме как жратву поискать или диких. Поэтому основная возня там будет, в центре. Я так предполагаю. Ну, поехали. Давай, Тарков, порадуй. Тушником. Сельдь. Не то пальто. Вот оно. Вот она, родимая, одна. Вторая. Если все 10 найду, то я пойду сразу на выход. Вот такой я негодяй. Третья. Ну, вы поняли, да, что здесь можно разжиться жратвой, если дома, ну, в схроне я имею в виду, голяк по еде. Либо можно будет на продажу тут насобирать добришко. На холодильник можно будет насобирать. Просто перед тем, как уйти за едой, там на барахолке посмотреть, чего сколько стоит, чтобы примерно прицениться и брать только то, что максимально выгодно продать будет потом. Что-то я не понял, так не пойдет, мы так не договаривались. Мне надо больше тушенки. Так, это я смотрел эту полку, да? Ну ё-моё. А я раскатал губу. Сейчас 10 банок как найду. Ну бывает здесь, что прям ее валом. А бывает, что вот так вот. Сколько в итоге? 3 штучки всего. Окей. Так, где диких посмотреть? Побезопаснее будет. Пойдем там биткоины посмотрим в этих камерах. Капец тебе! Ты чё там, блин? Так вот. Где-то еще.
Скребется. А вот он стоит, ёпрст-то. Ну давай, уходи. Я тебя подожду даже. Да куда ты убегаешь? Вон, вон! В общем, 3 выстрела надо по ногам. Я вкурил, как работает эта тема. Ну, как бы с дробью-то почти не хожу никогда, поэтому опыта нет. Пару золотых цепочек. Уже что-то. 3 золотые цепочки. 4 золотые цепочки. Вот это, вот это. Диса есть. Бегу, родненький. Да он базарил. Только не по лицу, братан, если что. Да чтоб тебя, как сквозь землю. Только что же здесь орал где-то. Не, ну... А, вон там где-то бормочет вроде. Понятно, что ничего не понятно. Ладно, давай поглядим, что имеется у товарищей. Нет, ну на парковке он не мог быть. Где-то тут ходит один. Инфосотка. Сейчас вот он где-то там из темняков присядет и как накидает меня сюда. Полную голову. Приятного в этом мало. Всего 2. Это очень мало.
Блин, и тут никого. Так, тогда в идею пойдем. Посмотрим на идею и посмотрим на этом самом, как его, ТЭЦ. ГЭС, ТЭЦ. ГЭС, ТЭЦ, ТЭЦ. Сейчас видеокарту только заберу. Три банки тушенки. Ну, ладно, грех жаловаться, да? Это хотя бы что-то уже. Очевидно, что лучше, чем ничего. Ну, тогда надо по-быстренькому. Забежал, посмотрел, проверил, убежал. И не затягивать с этим делом. Так будет правильнее, я считаю, да? А тут это сидеть, высматривать, выжидать кого-то, пока они там появятся, не появятся, фиг его знает. Где тут выход? Сейчас мы в идее посмотрим. Там еще в подвале можно будет посмотреть. Там дикие тоже частенько лазят. Так. И, скорее всего, на ТЭЦ там мы поедем домой. Сейчас уже челоботы просто подъедут. Хотя мне и челоботы тоже подходят, но их-то посложнее, чем ботов убивать. Ай, хорош. Ты-то мне и нужен. Ноженьки нужны. Да не... Нормас. Ну, ничего, говорит. Конечно, ничего. С ключами от 203 комнаты ходит. 203 квестовая. А, вон он. Братюня, погодь. Служивый, это наша точка! Ваша будет, когда населите, и то пока долетит. Куда ты пошел? Сейчас от кровотечения какого-нибудь погибнешь. Он в подвал ускакал. Ёлки, я еще хотел наверху посмотреть офис. Идеи так-то.
Я тебя найду. Да чё, как это? Как? Он наверх ушел? Вон он упырь! В смысле? Ах ты гад. Вон он, сука! Хорош. Ты куда пошел? За тобой выехали, братишка. Да вот! Ха! Как забавно-то с дикими. Бегаешь, они не убивают. Не то что ЧВК. 2 удара, 8 дырок. Картовочка нулячая. Блин, забрать, не забрать. Тяжелая же она, зараза. 11 килограмм, у меня 41 кило, у меня перегруз будет жестко. Все, пацаны. Да, в упор поинтереснее, конечно. Ну, понятно, там же дробь типа разлетается. Поэтому в упор по ногам прям аж сочно попадает. Подожди. Пацанчики, как я рад вас. А, все, вижу. Да чтоб тебя. А, вон он, на месте. Я думал, убежал куда. Блин, убежал. Ты куда? Вон он, вон! А, больно как. Ну нормально, дикие пока трутся туда-сюда, постреливается, настреливается, это все, это хорошо. Я прям вот хочу сегодня сделать этот дейлик, честно говоря. Награды уж шибко заманчивые. Если я этот фильтр не сохраню, то продам, скорее всего, цены на него чуть позже снизятся. Поэтому сейчас самое время, честно говоря, его продавать. Если я его продам, у меня в аккурат должно хватить деньжат на для инъекторов этот сумочку. Эта сумочка позволит мне не носить с собой, допустим, более утоляющее, просто будет сумка с инъекторами, и наверху можно будет не носить какие-то там таблетки или что-то в этом духе. Все, больше вроде никого нет. Тогда возвращаюсь наверх в идею. Если там диких не будет, то перейду на ГЭС. На ГЭС еще не уехали, я думаю. Вон, да, нормально все.
Домой поедем от ГЭС. А то уже рыли, сейчас эти челоботы подъедут, если уже не подъехали. Выглядит... Да, так и есть, не лутано. Платы. Джифон. Пойдет. Провода. Ладно, возьмем, хотя они стоят копейки. Ну вот тебе и налутал целую гору. Все, пошли на ТЭЦ. С ТЭЦ стартанем на выход. Если машины не будет, то ничего страшного. Я тогда просто побегу вдоль забора до выхода МЧС. Уже лута просто наковырял столько, что жалко выбрасывать теперь рюкзак. Так, пацанчики. Есть пацанчики. Вот это хорошо. Блин, только он меня вот увидел, по-моему. Не стреляй, подожди. Хорош. Блин, другой я стал с там еще. О, боги. Да, дядя. Блин, с дикими забавно стреляться. Они... Они так тебя обольют морально. В первую очередь посмотрю, работает ли машина. А, тут вряд ли машина работает, тут уже кто-то лазил. Хотя, может быть... О, машина есть, все, круто. Это будет моя стартовая площадка. Схрон. Либо от пули помру, либо уеду на, Попадос вам тут всем, на машине. залетные. А, подошел сам. Ну, пока примечусь, прицелюсь. Ну, блядь, нажри, сука! Вот тупырь! Вот ты петуха! На. Вот тебе лучшая практика. Ходить по диким стрелять.
Не, ну ничего, неплохо. Половину. Походу, я это сделал все-таки. Как там пацаны это проверяют? Ты шо, бачок потек у меня, что ли? Точно. ПСки. А тут поковырялись. Ну, свеча. Заберем. Все, больше никого. Да, все. Все лутано. Все подчистили. Ну, молодцы, чё. Ладно, поскакал я, короче, домой. Вынесу хотя бы 3 тушенки, 2 еще сварим. Это 5. Сейчас за дикого еще раз сюда же залечу. Может быть, повезет, и я еще штук 5 найду банок. И тогда к следующему выпуску в аккурат я смогу закрыть сельпо. Передаем бабосики 5000 рублей. И ехала домой. Сколько там настрелял? 66. 8. Еще 4 надо будет, блин. Может быть, тогда не за дикого, а еще раз за ЧВК пойти? Давай, наверное, так и сделаю. Попробую еще раз за ЧВК выйти. И доделаю дейлик. Может быть, и сельпо доделаю, кстати. Почти полчаса я шатался на развязке, но зато 8 по дейлику я настрелял. Осталось 4. Сельпо 3 банки с тушенкой я притаранил. Попробую сейчас быстрый рейд сделать, следующий. Если получится, то будет вообще зашибись. В первую очередь пойду, короче, диких сначала настреляю. А потом уже буду искать тушенку. Если помру, то сразу за дикого еще загружусь и за тушенкой еще раз прогуляюсь. Все, я готов, патроны докупил. Больше мне, по большому счету-то, ничего и не надо будет. Попил, а жратву, я думаю, тем более, что я иду на развязку, там ее немерено. Поэтому я спокойно там поем что-нибудь. Идем за ЧВК еще раз на развязку в 12. Все страховано и вперед. В первую очередь постараюсь найти 4 диких. Если получится, то сразу же в Гашан. Смотрю тушники. Сколько найду, не найду, побегу на выход. Предыдущий рейд я чуток затянул там на кассах, пока шатался. Но в итоге получилось неплохо. Можно было бы еще в сторону МЧС прогуляться. Возможно, там были бы еще дикие, но вряд ли 4. Это по-хорошему надо было бы идти в Волли, потом идти на МЧС. А вообще и так хорошо все получилось. Неплохой рейд вышел. Опачки, прям там же, прикинь, заспавнился, нифига себе. Спасибо. Ну так же и поступим по тому же маршруту, тогда и пойдем. Сразу поднимать здесь наверх и в Гашан. Посмотрю хавку, как раз к тому моменту получится дикие появятся на карте. Хотя иногда они бывают чуть ли не на голову тебе спавнятся, блин. И тут не угадаешь, раз на раз не приходится. И там в палатке что-то барахлишко какое-то лежит. Ну ладно. Мы не за барахлишком, мы за тушником. Сюда.
Тихо, тихо, спокойно. Чего ты? Пыхтишь, как паровоз. Ну давай, тушеночка, родненькая. Баночек 5. Спасибо, пожалуйста. А лучше больше, а то я некоторые могу и пропустить. Что за шорохи? Страшно. Ладно, поехали. Наша цель минимум 5 банок. Тогда я буду спокоен. А, кстати, я же покушать хотел. Сейчас употребим. Горбуша. А нафига мне ваша горбуша? Таркуша. Е-моё. Сельдь. О, вижу. Один. Ну что-то непруха какая-то, да ну, блин, нифига себе, столько много. Тут этой тушенки находил. А тут первый прям приходишь. И нифига. Одна банка тушенки, серьезно? Как жить-то? Горбуша. Да, печально. Опять, зато гороха, блин, об этого если обстреляйся, да? Ну вот, короче, я понял. Оно спавнится, но каких-то предметов больше, чем остальных. И в этот раз это, блин, горох. Он еще горох. Все, я сыт полностью. Блин, хреново. Одна банка тушенки. Тут раньше находили, сейчас тишина. Понятно. Ну пошли биткоины заберем. Диких на кассах. Подсократим. Есть желающие под сокращение попасть? О. Это ты мне? А, во, первый. Все, туда, значит, нос не суем свой, да? Не обижу, говорит.
Один есть, еще. Так, МЧС рвутся, гранаты. Куда тогда предлагаю? В идею, раз тут пасут центр. Также попробуем идею и внизу в подвале. Я думаю, там как раз мы найдем своих клиентов. Если нет, то мы на самый... На ГЭС тогда пойдем. А везде стреляют. И там стреляют, и там стреляют. Начало рейда. Тишина, да? Тихо, сухо и комфортно. О, как только дикие появились, сразу движуха началась. Ах ты шалава! Сука ты, блядь, и упырь, блядь! О, тушенка. гнида, блядь! Давай, мочи их! Такое ощущение, что здесь ЧВК какой-то носится. А мне ЧВК нафиг не нужен. Да, он бежит прям за мной. Гата. Какой-то настырный. Магнум по рукам хорошо дает. Ощутимо. Так что ему там культяпки точно надо будет вылечить. А мы тем временем в идею не пошли. Посмотрим на... Ух, ё-моё, выносливость. Осталось всего двоих. Может быть, они как раз на ТЭЦ здесь. Если их нет, то я тогда пойду в идею. О, здесь сумка, кажется, лежит. Я и не знал. Пока буду лутать, он как раз подбежит, да? Если он выехал за мной. Вижу. Одного. Сейчас все будет. Машины нет. А у меня мешок пустой, в принципе. Так. По-моему, их в аккурат здесь двоечка. Было бы просто замечательно, если бы их двушка тут была. Двое. Ну? Круто. Один готов. Так, сейчас второго тоже. Но не надо. Главное по ногам попасть. Так, сделаем ему. Ход конем. Все, зашибись. Зашибись. Я дейлик закрыл.
Это же просто отличности. А тут все лутано, видал? Все лутано. Тушенка есть? Дай по-брански пару банок. Тушенки нет, вискас есть, говорит. Тоже пойдет. Залечивать душевные раны будем в схроне. Теперь бы выскочить с локации безболезненно. Тот типчик с калашом. Что намерен делать? Интересно мне знать. Но мы идем, в общем, на выход. Здесь дыра в заборе. Там не пройти, если у тебя на спине рюкзак. Поэтому я от рюкзака избавился. Что тайничок попялимся здесь, и вся любовь. Это опять горошек. Горошек, ты мне будешь сниться. Все, домой. Опанчики. 2 банки тушенки только нашел. Но это фигня, ничего. Мы это все дело доварим тогда, получается, если не найдем. 15 минут и дело в шляпе. Я очень доволен тем, что я дейлик сегодня закрыл. Сайга сделала свою работу просто на отлично. Пока ее отложим, я думаю, что ее песенка еще пока не спета. Все, продал, слава богу, 1 200 000. Я еще квесты, кстати, не сдавал. Сразу же сейчас пойдем к торговцам, к терапевту в первую очередь. Сельпо передаем 5 тушенок, которые сегодня нашли за 2 рейда. И еще столько же остается. 2 сейчас заряжать буду в убежище перед выходом из игры. Главное, что сегодня я вот хотел вот этот дейли квест завершить. Здесь препараты, военный фильтр. Все, закрываем. В ноги убили 12 диких на развязке. И смотрите, сколько стоит этот фильтр проклятый. 588 000. Так, а где ее искать-то, эту штуку? Наверное, в снаряге, да? Снаряжение. Да, контейнеры и кейсы. Бумажный кейс вещевой для инъекторов, говорит, 1 080 000. Покупаем. Я хочу этот кейс. А то, что будет находиться в рейде, типа ибупрофены, полные звездочки и так далее, можно будет продавать, причем они стоят неплохих денег за одну ячейку по 30-ке. Здесь еще дороже, скорее всего, да, 60 000. Я думаю, он себя окупит. Да, не быстро, но зато это удобство. Даже несмотря на то, что у меня огромный подсумок гамма. Для пищеблока прикупил тут кое-какие ингредиенты. Стартуем производство еще 2 тушенок, и останется найти всего 3. Можно будет за дикого в следующем выпуске как раз и сбегать за этими тушенками. На этом буду заканчивать. Сегодня хороший такой дейли квестик сделали. Неплохо так баблишко подняли за его счет. Прям есть какое-то удовлетворение от игры, что ли. Прям чувство завершенности сегодняшнего выпуска. Надеюсь, выпуск вам понравился. Огромная благодарность вам за поддержку, за доброе слово, за ваши комментарии и пальцы вверх. Всем отличного настроения, приятной игры. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.